Представители знака зодиака Близнецы. Я рада приветствовать вас на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Уже ноябрь близится к концу, а там декабрь и конец года. Вот так бежит время. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время и какую-то, может быть, свою ситуацию, как альтернативный вариант развития событий вы сможете просчитать на пару шагов вперед. И мы достанем первую карту и первый вопрос, что важно знать, или что будет для вас, близнецы, на эту неделю в приоритете. Может быть, чем-то придется заниматься или что-то вы будете обдумывать, решать. Как видит золоченое Таро, вот эта колода карт для вас неделю. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Давайте мы узнаем, чему сейчас не время или что может помешать осуществлению планов, например. И тогда, что же будет помогать и что будет радовать? Достанем карту «Что скрыто». Может быть, от вас скрывают, может быть, вы чему-то не придаете значения. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Финансовая энергетика или денежная энергия. Посмотрим на неделю для вашего знака. Что в личной жизни для вас? И достанем карту «Совет». Подытожим наш расклад. Давайте будем смотреть. Итак, что важно знать? Может быть ожидание известия, если таковое действительно имеется или имеет место быть, вы, скорее всего, его получаете. Хотя чаще по восьмерке жезлов идут те события, в общем-то, которых мы не ждем. Или мы думали, какое-то дело продлится более долго, а тут как будто развязка наступает быстрее. Или документ ждете, и как-то быстрее разворачиваются события. Помимо этого, любое иное, наверное, как сообщение, когда нам приходится куда-то отправиться. Чаще по этой карте происходит, как мы называем, оказия, когда быстрее какой-то вопрос решается. Или так или иначе быстрота, она подразумевается этой картой, или наша скорость в плане ответной нашей реакции, когда мы что-либо не можем отложить на потом, а действовать должны. Давайте откроем сразу неожиданности. Ну, тут прямо весь мир у ваших ног. Тройка жезлов. У вас сильная позиция на этой неделе, это точно. Близнецы знают они, что хотят. И еще лучше знают, чего точно я не хочу. Или какие моменты вы бы хотели обойти. Но это, знаете, подготовка у кого-то может быть к путешествию буквально. Человек нам показан по тройке жезлов, как будто он спиной повернулся к прошлому, он знает свои намерения, он уже с чем-то определился. Но, видимо, какой-то последний штрих, когда вот с места в карьер-то мы все же не срываемся, быстро мы не действуем. Как вот этот человек, показанный на карте, он ожидает, когда корабль зайдет в гавань. Может быть, один, а может быть, еще нам не показали, да, может быть, за его спиной просто мы не видим. То есть есть еще элемент ожидания или какой-то, ну, может быть, и паузы. А для чего? Для того, чтобы мы с чем-то определились окончательно. Может быть, в чем-то точку поставили. Но часто по этой карте проигрываются как новые начинания, наши новые планы, когда теперешняя сильная позиция нам дает простор для самореализации в последующие какие-то свершения мы можем сделать или какие-то очень важные действия в своей жизни, которые перед нами тоже будут прогресс определенный открывать. Ведь эта карта сама по себе как карта прогресса, что-то на будущее, то, что для вас имеет ну, какое-то принципиально важное значение. Вот в неожиданностях как будто лед тронулся. Может быть, это как раз действительно сообщение такое, что документ подписан или решение какое-то принято. Или вы сами принимаете решение окончательное, что-то расставляете по местам. Перед тем, как словно квантовый какой-то скачок, аллегорически говоря, совершить. У кого-то что-то очень серьезное может стоять, ну, на повестке недели, знаете, как жизненно необходимое и важное. И
Вот та информация, которую вы получите, она, скорее всего, вам придает еще дополнительной уверенности, или вы можете себя поблагодарить на этой неделе, что я сделал что-то хорошо и вовремя за какой-то предыдущий период времени. Давайте мы посмотрим, чему же не время. Не время в отшельника уходить, мои дорогие близнецы. Отшельник, да, это мудрец, это философ, но он идет один. Не время для одиночества, я бы сказала так. Не время, ну, каким-то высоким рассуждением. Видимо, все стоит у причала этой недели. Больше конкретики, материализма, но и импульса, азарта жизненного. Как, знаете, новая какая-то игра, может быть, по новым правилам, но определенно вам она понравится, мои дорогие близнецы, потому что у вас что-то получается со знаком плюс. Поэтому и где-то отворачиваться от мира, от каких-то возможностей не стоит. Но, может быть, все же есть положительный момент, тем более это старший аркан. Знаете, не подвергайте, может быть, все сомнениям. Вот это хочет нам сказать еще карта, потому что у отшельника есть фонарь, это прообраз нашей интуиции. И он включается в тот момент, когда необходимо. Но так или иначе, интуиция или определить, что это интуиция или это мои сомнения. Не всегда с точкой мы можем. И поэтому, чтобы не запутаться в своем внутреннем мире или переживаниях, наверное, будьте материалистами. А что же будет помогать? Прекрасно, мои дорогие. Тут не просто помогать, тут какой-то радость, счастье. Видимо, какие-то добрые известия у вас на пороге, мои дорогие близнецы. Может быть, это больше касается личной жизни или вашей личности. Определенно какое-то дело вдохновляет и дает возможности вот так уверенно смотреть вперед. Может быть, какое-то счастливое известие, которое касается ваших близких, или свидетельство, может быть, подтверждение вашей любви. Но есть какая-то личная история, все-таки у нас десятка кубков, и она может касаться вашего дома, сообщения от родственников, но так или иначе, это та радость, которая нас переполняет. Это еще и, знаете, само по себе благополучие и баланс во всех сферах жизни. Тут, видимо, не просто это нас, ну, как помогает нам или придает уверенности. Здесь действительно происходит что-то хорошее в вашей жизни, которое, может быть, изменит ее или даст вам возможности осуществить то, что вы давно хотели. По крайней мере, есть какое-то начало доброе или предпосылка, потому что наш расклад начинается с восьмерки жезлов. И мы говорили, это какая-то новость или решение. Прекрасно, давайте мы узнаем, что скрыто. Если даже это, допустим, отношения, продолжая тему личной жизни, если даже отношения в паре, когда уже все понятно, все вроде бы у нас устоялось, и тем не менее, может быть, у кого-то паж Пентакли будет означать, когда мы вместе задумали новое дело, или что-то доброе, хорошее приходит на ваш порог. Но это точно, вот вам еще и туз кубков. Это может быть как любое дело или вопрос, который решается по поводу вашей работы, по поводу вашей деятельности. Что-то у вас получается или удачно складываются обстоятельства. Может быть и документально. Хотя нам туз кубков добавляет как раз всего того значения, которое я говорила по десятке кубков. Но позиция у нас идет дела, работа, бизнес, значит и там какие-то добрые сведения, изменения, может быть, или осуществление задуманного, когда именно все так, как мы хотим. И в этой колоде карт, обратите внимание, очень красивая карта, и сам по себе туз как будто переполняется амброзией. Мои дорогие близнецы, что-то доброе, светлое на повестке дня. Правда, на повестке недели, когда, ну, наши мечты сбываются, новое качество жизни, шикарно. Мне хотелось бы сказать, что эта неделя, она какая-то будет для вас особенная. И, скорее всего, она вам запомнится. Я могу еще и добавить тот факт, что подразумевают все карты, что именно вы что-либо предпринимали. Это не сама по себе ситуация, как манна с неба. Все же итог, карта итога. А любой итог – это наши приложенные усилия, когда мы видим, что что-то сделали не зря. И дополняет тузом кубков, тут действительно мы как будто что-то завершаем.
или получаем какой-то вывод очень важный, или что-то мы сделали очень правильно, вовремя, хорошо. И это служит началом к новым каким-то победам, свершениям, возможностям и к новому качеству жизни. Что с финансами? Колесо фортуны в этой колоде карт, безусловно, очень добрая карта и говорит нам тоже о возможностях. Но мы и сказали, что благополучие, карта уже выпала. И правда, тут что-то осуществить именно в том контексте, который я хочу, вы хотите, мои дорогие близнецы. Или осуществить именно то очень важное что-то, как я вижу. Карта увеличивает, я бы сказала, значение то за кубков, так и десятки кубков. И как будто пространство вам будет помогать, ваши ангелы-хранители будут помогать, чтобы вы обустроили свою жизнь именно тем образом, как вы этого хотите. Тут действительно, ну, можно и замечтаться, но все же, когда колесо фортуны у нас это выпадает на финансы, нужно что-то просчитать. И надеемся мы сами на себя. Но и открытым миру быть, как будто, чтобы не упустить. Потому что не всегда возможности к нам приходят именно тем путем, как мы предполагали. Прекрасная неделя. Личная жизнь. По пятерке пентаклей, кто знает, вот как раз, мои дорогие близнецы, я вижу эту карту с учетом всех выпавших. У вас на этой неделе как будто на фокусе отношения или, может быть, ваша личная жизнь и состояние финансов. Так вот, или для самого себя вы сделаете что-то очень хорошо, или вы можете с кем-то, если прежде в вашем союзе была утрачена взаимопонимание, вы не договорились, вот здесь что-то вы сможете как раз, как и проговорить, вынести на поверхность те вопросы, которые, ну, может быть, не решались обсудить, или найти какой-то компромисс. В целом уйти от недопонимания в паре, может быть, недопонимания где-то и на работе, когда у нас что-то не получалось, и решить вопросы с деньгами. Великолепная неделя. Давайте посмотрим совет от карт. Король кубков. Вообще часто по картам двора кубковым именно проходят наши близкие, супруги. Или какой-то вопрос, который будет касаться действительно вашей личной жизни. Или где-то подтверждает эта карта все то, что я сейчас сказала, вопросы финансов. Может быть, вопросы вашей семьи, вашей пары, вашей личной жизни одновременно пересекаются с решением какой-то финансовой проблемы или то, что вы хотите осуществить. Или какие-то добрые вести. Может быть, от вашего партнера или от родственников. Ну вот есть какая-то составляющая лично для вас, мои дорогие близнецы, которая вас не просто радует, а устанавливает баланс в вашей жизни вместо вот какого-то недостатка, вместо, ну, того, что у нас прежде не получилось. Или вместо того, когда мы решали какую-то финансовую проблему, и мы, ну, либо у нас не получалось, либо мы не видели из какой-то ситуации, сложной, может быть, материальной, выхода. А здесь, как Вселенная помогает, где-то вы сами не плашаете, это правда, так и появляются какие-то возможности. Определенно, как минимум, одно дело вам удастся решить. Но я бы сказала, далеко не одно. Здесь новое качество жизни. И на этой неделе, ну, изменить словно свою судьбу, чтобы было вот это счастливое продолжение на долгие годы. Потому что часто, как по пажу Пентаклей или рыцарю Пентаклей, мы словно начинаем тот период, который будет для нас значить десятилетия. Причем это надежность, уверенность и какой-то стабильный прогресс. И если рассматривать как совет карту король кубков, то нам придется где-то решать вопросы в целом. И нужно балансировать, переключаясь с эмоций, там, где это необходимо, на какую-то конкретику дня, и там нужно быть более рациональным для того, чтобы решить какие-либо материальные вопросы или вопросы, касаемые вашего благополучия, может быть, жилища, какого-то обустройства или каких-то вопросов, может быть, именно для вас самих очень важных. И у нас получается осуществить то, что мы задумали. Мои дорогие близнецы, перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.